Привет, Арми! В истории бывают моменты, когда одно имя становится важнее человека, который его носил. Имя, превращающееся в символ. Ключевое слово, которое отказывается исчезнуть. Эпштейн. Долго после того, как заголовки померкли, а в залах суда воцарилась тишина, это имя продолжало звучать. Не как личность, а как идея. Неразрешенный архив. Вопросительный знак, высеченный в коллективном сознании. Так называемые «дела Эпштейна» никогда не были просто документами. Они стали зеркалом, отражающим глубочайшие тревоги человечества по поводу власти, секретности и невидимых механизмов, управляющих влиянием на самых высоких уровнях. Но что происходит, когда этот символ сталкивается с совершенно другой вселенной? Мир глобального развлечения. Архитектура современного фандома, империя, известная как хайп, и культурный феномен под названием BTS. На первый взгляд, эти миры никогда не должны пересекаться. Один принадлежит преступности и коррупции, другой – музыке, арту и эмоциональной связи. Однако в эпоху алгоритмического сознания распаяние значит очень мало. Нарративы больше не распространяются логически, они распространяются эмоционально. А эмоция, однажды зародившись, не знает границ. Дела Эпштейна занимают странное место в современной культуре. Они не полностью видны, не полностью скрыты. Именно их неполнота и придает им силу. Когда информация фрагментирована, человеческий разум заполняет пробелы. Когда ответы утаиваются, воображение бросается им навстречу. Это не заговор, это психология. Интернет процветает на неразрешенных историях. Алгоритмы вознаграждают вовлеченность, а не точность. Чем более тревожной или неоднозначной является тема, тем дольше она остается живой. Со временем дела Эпштейна превратились из юридических документов в нечто совершенно иное – шаблон. Структуру, которую люди используют, чтобы подвергать сомнению институты, которые они не понимают или не доверяют. И в конечном счете эта структура расширяется. Хайп – это не просто развлекательная кампания. Это символ нового вида культурной власти. Власти, основанной не на географии или политике, а на эмоциях, идентичности и комьюнити. Хайп управляет не просто артистами, она управляет нарративами, ценностями и глобальным восприятием. BTS, находящиеся в центре этой экосистемы, представляют собой нечто беспрецедентное. 7 человек, чье творчество превратилось в глобальную эмоциональную инфраструктуру. Их изучают не только как музыкантов, но и как феномен. Правительства ссылаются на них, ученые анализируют их, бренды вращаются вокруг них, фанаты строят вокруг них целые идентичности. И всякий раз, когда что-то достигает такого уровня влияния, пристальное внимание становится неизбежным. Не из-за правонарушенных действий, а потому что власть самим своим существованием порождает вопросы. Крайне важно четко заявить: нет никаких доказательств, никакой документации и никакой фактической связи между BTS и HYB и делами Эпштейна. Тем не менее, их имена до сих пор всплывают в онлайн-дискурсе. Почему? Потому что современное подозрение основано не только на доказательствах, оно основано на видимости. BTS повсюду. HYB представляет собой институциональный успех в индустрии, исторически подвергавшийся критике за эксплуатацию и непрозрачность. В онлайн-пространстве видимость часто ошибочно интерпретируется как близость. Логика становится опасно упрощенной. Если они влиятельны, значит, они что-то знают. Если они глобальны, значит, они связаны. Это не исследование, это проекция. Социальные платформы не нейтральные наблюдатели, они ускорители. Один единственный спекулятивный пост, сформулированный эмоционально, а не фактически, может распространиться дальше, чем 1000 опровержений. Дело Эпштейна из-за своей незавершенности действует как магнит для этой динамики.
Они прикрепляются к несвязанным темам не из-за правды, а из-за напряжения. Корпоративный роск HYB, глобальный охват BTS, пробелы в призыве в армию, молчание СМИ во время определенных скандалов. Каждый из этих нейтральных или объяснимых элементов становится сырьем для создания повествования. И однажды сплетенная история не обязательно должна быть правдивой, чтобы казаться реальной. Молчание – один из самых неправильно понимаемых элементов общественной жизни. Когда институты молчат, это интерпретируется как сокрытие, а не как политика. В действительности молчание может означать юридические границы, этическую сдержанность или просто неактуальность темы. Но в культуре, привыкшей к постоянным обновлениям, молчание становится подозрительным. Хайп, как и многие корпорации, общается стратегически. BTS, будучи личностями, находящимися под пристальным вниманием, часто выбирают конфиденциальность вместо разъяснений. Эта сдержанность, хотя и полезна, может непреднамеренно подпитывать спекуляции среди тех, кто уже настроен не доверять системам. Дело Эпштейна научило интернет прежде всего одному. Молчание не равно невиновности в глазах общественности. И этот урок остается, безрассудно применяемый к не имеющим отношения к делу фигурам. ARMY – это не пассивная аудитория. Это глобальная сеть, объединенная общими эмоциями, памятью и идентичностью. Это одновременно и самая сильная сторона BTS, и их самая сложная уязвимость. Когда фанаты чувствуют угрозу из-за слухов, дезинформации или чего-либо еще, нарративы, основанные на реальных событиях, вызывают мгновенную и сильную эмоциональную реакцию. Защита становится инстинктивной. Возникают контрнарративы, споры обостряются. По иронии судьбы, эта страсть иногда усиливает те самые слухи, которые она стремится разрушить. Каждая реакция подпитывает алгоритм. Каждый аргумент расширяет видимость. Каждое отрицание поддерживает ключевое слово в рабочем состоянии. Таким образом, даже необоснованные связи могут стать громче, просто потому, что они провоцируют эмоции. Сингулярность – это не точка соприкосновения фактов, это конвергенция внимания. Дела Эпштейна привлекают внимание через неразрешенную тьму. Хайп приковывает внимание структурной силой. BTS привлекает внимание эмоциональной притягательностью. Когда эти силы пересекаются в онлайн-среде, результатом является не правда, а интенсивность. А интенсивность в дефитровой эпохе часто маскируется под откровение. Этот нарратив не разоблачение, это не обвинение, это не скрытое подтверждение. Это исследование того, почему вообще возникают подобные связи. Потому что настоящая загадка не в секретных файлах или тайных встречах. Настоящая загадка в том, как легко человеческий разум связывает несвязанные точки, когда доверие к институциям ослабевает. И когда же символы надежды, такие как музыка, искусство и связи, могут стать объектами подозрения просто потому, что находятся в центре внимания. История имеет странную привычку повторяться, не в событиях, а в моделях убеждений. Когда скандал достигает определенного масштаба, он делает больше, чем просто разоблачает правонарушение. Он меняет то, как общество интерпретирует саму власть. Дела Эпштейна не просто документировали преступления, они изменили коллективную призму, через которую воспринимаются институции. После Эпштейна общественность научилась задавать новый вопрос: кто еще может быть защищен молчанием? Этот вопрос, однажды посеянный, не остается в себе, он мигрирует.
Психологи называют это когнитивным послеобразом, когда эмоциональный след шокирующего события сохраняется еще долго после того, как событие закончилось. Дело Эпштейна оставило один из самых сильных следов цифровой эпохи. Оно подтвердило опасения многих, что богатство, влияние и доступ могут деформировать системы, призванные защищать уязвимых. Но следы не делают развлечений. Они не остаются привязанными к своему первоисточнику. Вместо этого они прикрепляются ко всему, что напоминает власть – правительствам, корпорациям, СМИ и, в конце концов, индустрии развлечений. Индустрия развлечений занимает парадоксальное положение. Она продает близость, работая на расстоянии. Артисты кажутся близкими, знакомыми, эмоционально доступными, и все же ими управляют непрозрачные и сложные структуры. Этот контраст создает дискомфорт. Когда поклонники глубоко любят артистов, они хотят верить, что эти артисты не затронуты темными механизмами индустрии. В то же время десятилетия разоблачений от Голливуда до поп-индустрии по всему миру научили общественность тому, что за гламуром может скрываться эксплуатация. Поэтому, когда такая компания, как Hype, развивается быстро, эффективно глобализируется и с точностью контролирует информационное пространство, это запускает выработанный рефлекс. Это слишком могущественно, чтобы быть невинным. Опять же, это не доказательство, это наследственность. Недоверие редко рождается новым, оно передается. Дела Эпштейна усилили скептицизм по отношению к элитам. Этот скептицизм не исчез, как только новостной цикл сменился. Он искал новые сосуды, новые структуры, которые казались бы столь же неприкасаемыми. Доминирование Hype на мировом музыкальном рынке, его технологический охват и беспрецедентный контроль над фандомными экосистемами сделали его заметным кандидатом для проекции. Не из-за правобравных действий, а из-за масштаба. Масштаб кажется безличным, масштаб кажется недостижимым, масштаб кажется способным скрывать вещи. И как только недоверие прикрепляется к масштабу, оно редко спрашивает разрешения. Здесь кроется самое тонкое напряжение. BTS – люди. Хайп – это структурная концепция. Но публика часто объединяет эти два понятия в одно целое. Фанаты не взаимодействуют с финансовыми отчетами или корпоративной иерархией. Они взаимодействуют с лицами, голосами, текстами песен и моментами уязвимости. Когда вокруг какой-либо организации возникает подозрение, оно неизбежно распространяется на наиболее заметные фигуры, связанные с ней. Это несправедливо, но предсказуемо. BTS становится эмоциональным аналогом системы, которую они не контролируют, и именно здесь углубляется путаница. После крупных исторических скандалов молчание приобретает новое значение. Нейтральность больше не интерпретируется как профессионализм, она интерпретируется как стратегия. Когда Hype решает не взаимодействовать с маргинальными нарративами, он следует стандартной корпоративной логике, не следует легитимизировать дезинформацию. Но в культурном климате после дела Эпштейна невмешательство может быть ошибочно воспринято как избегание. Интернет не поощряет сдержанность, он поощряет реакцию. Таким образом, каждое отсутствие реакции становится холстом для спекуляций. Неоднозначность – это топливо современного мифотворчества. Явные ложи разоблачаются, ясные истины принимаются, но неоднозначность сохраняется. Дела Эпштейна по своей природе были неоднозначными. Частичные разоблачения, засекреченные документы, неразрешенные вопросы. Внушенная аудитория убеждена, что истина всегда скрывается за тем, что не показано. Поэтому, когда люди сталкиваются с контрактами, которые они не могут прочитать, решениями, которые они не могут наблюдать, корпоративными стратегиями, к которым они не имеют доступа, их разум по умолчанию использует один и тот же шаблон. Должно быть что-то скрыто. Не потому, что это так, а потому, что неопределенность кажется знакомой. BTS давно обладают символическим значением, выходящим за рамки музыки. Их воспринимают как
представителей корейской мягкой силы, примеры этического искусства, эмоциональные опоры для миллионов. Когда символы несут в себе столько смысла, они становятся уязвимыми для нарративов разочарования. Люди проецируют на них идеалы, и когда реальность неизбежно отличается от совершенства, подозрение заполняет пробел. Дела Эпштейна усилили глобальный страх, что даже самые уважаемые фигуры могут существовать в скомпрометированных системах. Опять же, этот страх носит культурный, а не фактический характер. В определенный момент рациональные вопросы превращаются в миф. Мифы не требуют доказательств. Им нужна связность. Мощная кампания, глобальный феномен, культура секретности в других исторических эпохах. Мозг связывает все это в историю, которая кажется логичной, даже когда это не так. Так разрозненные повествования начинают вращаться друг вокруг друга не через факты, а через эмоциональную притягательность. Когда формируются мифы, нюансы исчезают. Реальность, что участники BTS — это отдельные личности с ограниченным институциональным контролем, реальность, что корпоративный рост не равен моральной коррупции, реальность, что прошлые скандалы не гарантируют будущего успеха. Все это сводится к одному вопросу. Что они скрывают? И как только этот вопрос начинает доминировать в дискурсе, доказать невиновность становится трудно, потому что невиновность никогда не была применяемым стандартом. Символическая вина – одна из самых разрушительных сил в современной культуре. Она наказывает не действия, а позиции, не поведение, а публичность. BTS не обязательно быть вовлеченными в что-либо, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Их близость к власти достаточно для того, чтобы к ним прикрепились определенные нарративы. Так распространяется культурный страх. Не через правду, а через ассоциации. Вдали от спекуляций реальность остается более тихой. Артисты репетируют, сотрудники работают, компании функционируют, фанаты слушают музыку, которая по-прежнему их трогает. Разрыв между онлайн-интенсивностью и офлайн-реальностью увеличивается. И в этом разрыве смысл распадается. И поэтому история не заканчивается ответами, только отголосками. В мире, сформированном властью, памятью и молчанием, не все, что кажется связанным, действительно таковым является. И не все, что имеет значение, когда-либо раскрывается. Некоторые нарративы растут в пространстве между фактами, подпитываемые страхом, любопытством и человеческой потребностью осмыслить то, чего мы не можем полностью увидеть. Возможно, настоящий вопрос не в том, что скрыто, а в том, почему нас так тянет смотреть. Пока существуют тени, люди будут искать в них смысл. И пока сталкиваются влияние и эмоции, подобные истории будут продолжать всплывать. Тихо, настойчиво, без разрешения. Уникальность остается. Не как заключение, а как открытая дверь.